25 февраля 2018 года. Мы в хоккейном центре Канын в Южной Корее. В финальном матче олимпийского турнира по хоккею. На льду сражаются Россия и Германия. И как вы можете видеть, у нашей сборной не все в порядке. Остаются считанные секунды. Россия уступает в одну шайбу и играет в меньшинстве. В этом матче необычно все. Германия играет в финале и ведет в счете. Россия играет под белым флагом и непонятной аббревиатурой. На льду нет ни одной звезды НХЛ. Для того, чтобы понять, как это вышло, надо отмотать историю. Итак, что перед нами? Остается 59 секунд до конца основного времени, у сборной России нет вратаря и в команде на одного игрока меньше. Но самое главное, что Германия ведет на 1 очко. Привычно ли это для российского хоккея? Вполне. Стоит сказать, что в современной истории России хоккейная сборная никогда не выигрывала золото олимпийского турнира. После легендарной эпохи советской красной машины игроки выходили в финал только один раз. Это было в 1998 году в Нагано. Тогда сборная России играла с чехами, и они оказались сильнее. Через 4 года в Солт-Лейк-Сити российские хоккеисты добились только бронзы. А в последующие годы сборная России показывала плохие результаты. Думаю, стоит рассказать, почему Россия играет под белым флагом. И это не очень приятная история. Сочинская Олимпиада для России прошла великолепно. В общем медальном зачете сборная заняла 1 место. Но спустя какое-то время стала появляться информация, что российские спортсмены употребляли допинг и смогли скрыть это. В мае 2016 года в газете The New York Times появилась статья, основанная на интервью бывшего директора российской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Он заявлял, что на Олимпийских играх в Сочи он участвовал в массовой подмене проб мочи российских спортсменов. Это послужило поводом к расследованию ВАДА, и к концу года был готов доклад. По его данным, подлог был организован российскими госорганами, в частности Министерством спорта при активной помощи ФСБ. И самое интересное, что российское государство признало выводы доклада. Но 5 декабря 2017 года состоялось заседание МОК. И по его итогам было принято решение отстранить Олимпийский комитет России от участия в Олимпийских играх 2018 года. До Олимпиады был допущен ряд спортсменов, не замеченных в употреблении допинга, в том числе и хоккеисты. Они выступали под олимпийским флагом, и называлась команда «Олимпийские атлеты из России», или сокращенно ОАР. Кстати, это не первый раз, когда российские хоккеисты выступали под олимпийским флагом. Еще в 1992 году, через несколько месяцев после распада СССР, проходили Олимпийские игры в Альбервилле. Новые независимые страны не успели создать свои спортивные команды для участия в Олимпиаде. Тогда было принято решение всем бывшим советским спортсменам выступать под названием «Объединенная команда» или «Сборная СНГ». Эта хоккейная сборная тогда дошла до финала и, обыграв Канаду, получила золотую медаль. 3-1 в пользу сборной СНГ. Спустя 26 лет уже российская сборная добирается до финала Олимпиады в Пхёнчхане. Россия играет в финале. Это хорошо. Но почему в соперниках у нее не Канада или США, ну или хотя бы Швеция или Чехия? Этому есть вполне понятное объяснение. Еще в 2017 году НХЛ объявила, что игроки лиги не поедут на Олимпиаду в Южную Корею. Целый ряд факторов повлиял на это решение. Начнем с того, что Национальная хоккейная лига – это бизнес, и она подчиняется требованиям владельцев клубов, то есть таких же бизнесменов. В заявлении НХЛ было сказано, что подавляющее число клубов выступало против перерыва в сезоне 17-18. Клубам не нравилась пауза в 17 дней в самом разгаре сезона. Простаивала целая индустрия. За это время владельцы не получали доход, но при этом влекли значимые риски. Например, клубы опасались возможных травм. Не редкость, когда игроки получали травмы на Олимпийских играх и выбывали до конца сезона. Так, например, в Сочи произошло с нападающим New York Islanders Джоном Таверосом или игроком Детройта Хенриком Зеттенбергом. Однако и присутствовала какая-то неразбериха. Все время приходили противоречивые данные. НХЛ ждала предложений от МОК, МОК ждал предложений от НХЛ, но когда подошел дедлайн, Национальная хоккейная лига подтвердила отказ отправлять игроков на Олимпиаду. Таким образом, в Пхёнчхан не поехало множество звездных игроков из Канады и США, которых было большинство. Но также не поехали и лучшие хоккеисты мира из Швеции, Чехии и России. Однако у России есть одно преимущество. Кто бы как к ней ни относился, но все-таки КХЛ является второй по силе хоккейной лигой в мире.
и России удалось собрать неплохой состав из ее участников. Молодые и талантливые Гусев, Капризов, Григоренко, опытные ветераны Дацук, Ковальчук, Мазякин, а также хорошие игроки Шипачев, Войнов, Калинин и другие. Сборная России в первом же матче сенсационно проигрывает Словакии. Забила 2 гола на первых минутах и расслабилась. После этого пропустила 3 безответные шайбы. Но, видимо, это по-спортивному разозлило команду. И далее разгромно были побиты Словения 8-2 и США 4-0. Попав в четвертьфинал, Россия легко одолела Норвегию. В полуфинале также легко были обыграны чехи со счетом 3-0. И вот российские хоккеисты в финале Олимпийских игр впервые за 20 лет. Но перейдем к нашему сопернику, сборной Германии. И напомним, что речь идет не про футбол, а про хоккей. Нужно сказать, что Германия не хоккейная страна. На Олимпиадах последний раз завоевывали бронзу 42 года назад, и это было для них настоящим событием. Про эту победу даже сняли документальный фильм. А к 2000-м немецкий хоккей пришел в упадок. На Олимпиаде 2006 года в Турине Германия занимает 10 место, в Ванкувере 11. В Сочи даже не приняли участие, потому что не прошли квалификацию. Но в 2018-м отсутствие НХЛовцев на Олимпийских играх немцам было только на руку. В Германии лучшие хоккеисты играли в своей стране, а неприезд звезд из Америки ослабил другие сборные, но никак не повлиял на сборную Германии. Да, конечно, за океаном тоже играли хорошие немецкие хоккеисты, такие как Тобиас Ридер или восходящая звезда Леон Драйзетель. Но они изначально рассматривались как игроки расширенной сборной. Основные же вышли на лед 15 февраля и сразу показали плохую игру. В принципе, ту игру, которую от них все ожидали. В первых матчах проиграли Финляндии и Швеции, а потом с трудом по буллитам одолели Норвегию. После группового этапа Германия была на 10 месте из 12, но по правилам они проходили на стыковой матч со Швейцарией. Та игра состоялась напряженной, и победитель определился лишь в овертайме. Победа Германии. Следующий матч со Швецией тоже был упорный, но немцам удалось победить в овертайме. И надо сказать, что победа в четвертьфинале над Швецией уже воспринималась как большая сенсация. Германия выполнила план максимум. Перед матчем с канадцами никто не верил в их победу. Казалось, что сейчас немецкая сборная спокойно проиграет, и мы будем смотреть классический финал Россия-Канада. Но немецкие хоккеисты решили иначе. Германия уверенно обыграла Канаду, большую часть матча ведя с отрывом в 3 шайбы. После этого уже ни у кого не было сомнений, что сборную Германии надо воспринимать всерьез. Несмотря на то, что многие болельщики не хотели смотреть олимпийский турнир без НХЛовцев, рейтинги говорили об обратном. В России финальный матч был самым просматриваемым событием всей Олимпиады. Первый период проходил под российским давлением. Германия отвечала только в редких контратаках. Все шло к ничейному счету, но за полсекунды до конца периода, после шикарно разыгранной комбинации, Вячеслав Войнов забивает гол. Будет бросок. Да, успели! Комфортная игра для России и первый перерыв. Второй период немцы начали довольно агрессивно и смогли в итоге сравнять счет. Эта шайба воодушевила сборную Германии. Они почувствовали, что с русскими можно играть и даже их победить. Поэтому в третьем периоде Германия продолжила наступать. Первые 10 минут у российских хоккеистов была заметна некая сумбурность, но на 54-й минуте удается прекратить это и забить гол. Но радость длилась недолго, ведь всего за 10 секунд немцы отыгрались. Счет 2-2. Это было обидно, но однако не самое худшее, что можно было себе представить. За 3 минуты 16 секунд до конца основного времени немецкая сборная забивает гол. И если можно было еще как-то ухудшить положение сборной России, то это было сделано. Сергей Калинин совершает подножку и отправляется отбывать 2-минутный штраф. Остается чуть больше минуты. Россия играет в меньшинстве, пустые ворота и остается надеяться на чудо. Может, это чудо в тройке Капризов, Гусев, Дацук, которая уже неплохо успела сыграться на этом турнире. Что мы можем о них сказать? Павлу Дацуку очень нужна эта победа. На момент игры ему уже 39 лет, и это его последняя Олимпиада. За свою карьеру он выиграл Кубок Стэнли вместе с Detroit Red Wings. В 2012-м стал чемпионом мира со сборной России, выиграл Кубок Гагарина со СКА. У него есть все награды, но золото Олимпийских игр – это единственное, что ему не хватает для вхождения в тройной золотой клуб. За весь чемпионат он был очень полезен, но сейчас его нет на льду, так что давайте посмотрим кого-нибудь другого. Передача. Капризов шайбой. О, Кирилл Капризов. Восходящая звезда.
Воспитанник новокузнецкого хоккея, хорошо показав себя в топовых клубах Салават Юлаев и ЦСКА, его берут в сборную страны. Он становится самым молодым игроком в составе. На момент Олимпиады ему было всего 21 год. И проявил он себя отлично. 4 забитые шайбы по ходу турнира. И в финальном матче уже ни один гол не обходится без его передачи. В этом моменте он находится в плотной заварушке, и ему удается выковырять шайбу и дать пас на своего партнера. Никита Гусев начал свою карьеру с 17 лет в молодежном клубе «Красная армия». Уже в следующем сезоне он завоевывает Кубок Харламова, забив при этом больше всех голов в плей-офф. В основном составе ЦСКА закрепиться не удается, и Никита переходит в Хабаровский Амур. Но по-настоящему раскрыться ему удается в Югре. В сезоне 14-15 он становится лидером команды по голам и очкам. Попав впервые на матч всех звезд 2015 года, он совершает буллит, который всем запомнится надолго. После этого его замечают, и он становится частью команды СКА Санкт-Петербург. И в этом клубе он совсем не теряется среди именитых игроков, а становится одним из лидеров. В плей-офф 2017 года набирает больше всех очков в команде и выигрывает Кубок Гагарина. За все эти заслуги он попадает в сборную страны и едет на Олимпийские игры в Пхенчхан. Становится лидером команды по очкам и уже забил гол в финальном матче. Со времен СССР Россия еще ни разу не выигрывала золото Олимпийских игр, и отсутствие НХЛовцев пошло россиянам на пользу. Видимо, не зря 10 лет назад была создана континентальная хоккейная лига, в которой выступает столько хороших игроков. С другой стороны, Германия, обыграв Швецию и Канаду, доказала, что ее стоит воспринимать всерьез, и находится в нескольких секундах от золота Олимпиады. Матч, от которого никто не ожидал какой-либо борьбы, складывается очень драматично. И если его можно было сделать еще более драматичным, то сборная России сделала для этого все. Остается меньше минуты. Россия проигрывает в одну шайбу и играет в меньшинстве. Добро пожаловать в момент в истории. Бросаются немцы, естественно, здесь под шайбу. Эпизод. Капризов. Эти ребята сделали нас олимпийскими чемпионами. Я сейчас с ума сойду. Отвечаю. Это просто... Это не финал, это просто кино какое. Кино и немцы в натуре. Ребята, я не могу. Это просто... Это просто... Матч тысячелетия. Это самая лучшая победа России.